Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С кем же вы забудете о своем прошлом? С кем вы будете счастливы, да? Наконец придет ваше счастье. Итак, как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Знаете, вот у вас сейчас такое состояние, как будто бы вот настолько вот злость вас переполняет по отношению к женщине, которую вы любили. У некоторых может проигрываться, что злость вообще на весь женский род, да, потому что это могло быть какое-то разочарование, какая-то обида, да, от женщины, разрыв, развод. Ну, то есть больно сделала одна, а обозлились на всех. И как-то даже может проигрываться, что, допустим, вы никого не подпускаете к себе, но я имею в виду отношения, да, вот настолько как-то поставили то ли психологический барьер, да, вот эта злость, обида, они вас, ну, как будто бы не пропускают к новым отношениям, да. Вот вы сейчас заняты чисто зарабатыванием денег. У кого-то это даже своего рода какое-то, ну, накопительство, может быть, да, возможно, вы собираете определенную сумму денег, чтобы что-то купить, да, вот, допустим, дорогостоящее, может быть, оплатить там, я не знаю, учебу детям, либо еще что-то. Ну, то есть отношений, вот вообще я сейчас рядом возле вас женщины не вижу, то есть они абсолютно не в приоритете у вас. Скорее, я бы сказала, что мысль о новых отношениях вызывает у вас какое-то, знаете, вот такое немного отторжение какое-то, либо же даже злость. Так, что еще происходит в жизни? Вот у вас, да, вот страхи, страхи и страхи. Вот жизнь переполнена просто, знаете, вот именно страхи, наверное, вот перед личной жизнью, перед новыми отношениями. У кого-то это также могут проигрываться комплексы, так как я уже неоднократно рассказывала в своих видео, да, что особенно при тяжелых каких-то разрывах, разводах, женщины бывает довольно больно ранят мужчину. И после этого, да, после каких-то гадких таких унизительных высказываний, особенно если это высказывания ниже пояса, то у мужчины могут до конца жизни, либо же на долгий период оставаться комплексы. То есть у вас, вот знаете, у кого как будет это проигрываться, поскольку общий расклад, да, у кого-то это страхи перед отношениями, да, у кого-то могут быть реально вот комплексы, потому вы не заводите, ну, как бы новые отношения. Заводят собачку, конечно, но сказала, как сказала. Хотя в душе вот вы человек абсолютно парный. Вы человек, который ориентирован на пару. Вам жизненно необходима всегда была женщина, пара ваша, именно любимая женщина, я имею в виду. То есть абсолютно это не значит, что вы там распыляетесь, либо же раньше распылялись направо-налево. Нет. Вот вам нужна именно любимая женщина, и вы так по жизни жили. Понятно, что у некоторых из вас может проигрываться, ну, грешок за вами, да, кто-то в гречку прыгал, налево ходил. Ну, сейчас не об этом, поскольку это общий расклад. Но в преобладающем большинстве я бы сказала, что все-таки вот вы человек, который настроен и нацелены вы именно на стабильные, на серьезные отношения. Вот эти вот девочки для развлечения, какие-то даже для здоровья, вот эти все отношения, но я думаю, скорее всего, вы не рассматриваете даже. И плюс, даже если вот кто из вас пробовал, вот, да, вот от одиночества, от тоски, какие-то ваши, ну, одноразовые связи, да, кто пробовал, то я думаю, ну, к утру вы с омерзением могли просыпаться и плеваться, да, что, ну, как-то, как будто вот грязью облиты себя чувствовали. Настолько было неприятно, потому что это нелюбимая женщина,
это без души, это, ну, абсолютно не тот уровень интима, да, который бывает с любимой женщиной. Я думаю, все об этом, в принципе, знают. То есть сейчас вот как таковой я не вижу у вас любимой женщины рядом с вами. Давайте-ка теперь посмотрим, с кем же вы забудете о прошлом, да, кто излечит вашу израненную душу. Что же будет дальше? Потому что сейчас вот вы очень-очень настороженно относитесь к женщинам. Да, вот вы очень боитесь обмана, вы боитесь предательства. Скорее всего, может проигрываться, что как раз и предательство в вашей жизни и было. Поэтому я вам скажу, ребята, вы, в общем-то, вы ориентированы на семью по своей природе. Но так уж повелось, так сложилось, да, вот именно после предательства, после манипуляций, которые были в вашей жизни, а они были 100%. 100% они были. Причем, да, как показывает мне расклад, предательство именно любимой женщины. Женщины, которая боготворила вас. Вернее, вы ее боготворили. Она совсем наоборот. То смотрите, вы настроены на семью. Но какой-то период еще вы будете, ну, не готовы. Вот я не могу сказать, что вот в ближайшее время прямо у вас по щелчку просто появятся новые отношения. Нет, вы не готовы. Вы еще будете какой-то период отталкивать женщин. Далее в вашей жизни появляется новая женщина, новые отношения. Причем у кого-то это может проиграться женщина с ребенком. Также может проиграться женщина, которая именно нацелена так же, как и вы, на серьезные отношения. Возможно, даже у нее даже нет детей, но она все-таки хочет. Да? Вот она именно настроена на материнство. Для нее очень важно материнство. Я вам скажу, это уже очень большой плюс. Потому что, ну, далеко не каждая женщина хочет иметь семью, стабильные отношения, тем более детей, да. Сейчас довольно многие, особенно вот молодежь, хотят, ну, как бы пожить для себя, да. А дети, семья, это уже как-то потом. И довольствуются вот этими всеми легкими, либо же одноразовыми отношениями. Ну, то есть, эта же дама, которая появится в вашей жизни, она будет, знаете, настолько вот человек такой, который и детей любит, и животных любит. Она вообще вот, знаете, такие женщины, очень хорошие хозяйки, очень гостеприимные. Она именно такая вот мама и жена от Бога, как говорят. Извините, еще хриплю, еще не выболелась. Так, смотрите. Дама это будет, она себя какой-то период тоже, вот как и вы, да, в этом мире, она себя вот как будто отшельницей чувствовала, да, вот. Она была без отношений некоторый период, да, вот до встречи с вами, вот она будет, мы смотрим как бы на будущее, правильно? То есть она тоже какой-то период была, либо же будет, да, без отношений. Ей нужно было в себе разобраться. Этой даме, знаете, для нее немаловажно вот сделать, вот как говорят, работу над ошибками именно после ее отношений, в которых она была. Вот у нее были стабильные отношения, но потом что-то пошло не так, и она разошлась. Но сейчас не об этом. Мы не будем углубляться, что у нее там случилось, это не важно. Ну, то есть она такая, знаете, вот какой-то период она себя чувствовала очень одиноко, вот как будто одиночество в толпе. Смотрите, она дама, которая имеет, в принципе, свой характер, имеет свой стержень. Я не могу сказать, что она прям такая вот слабохарактерная, хочет там схватить мужичка какого себе, да, и затащить его в ЗАГС. Нет. Она может отстаивать свою точку зрения. Она дама, которая очень целеустремленная. Эта женщина может даже быть немного колкой на язык, я вам скажу. Ну, пусть вас это не пугает. В общем-то, это не значит, что она какая-то там скандалистка, нет.
Она очень общительная, она активная. Это женщина, которая умеет зарабатывать. Может также проиграться, что она, ну, в общем-то, при деньгах дама. Так. У нее, смотрите, у нее был мужчина довольно статусный. Она, в общем-то, неплохо жила. Но сейчас не об этом. То есть она, знаете, она бы хотела встретить в своей жизни тоже мужчину, который бы был, ну и по статусу, ну так хотя бы на уровне среднего, да, ну точно не ниже среднего. Она хотела бы именно вот обеспеченного мужчину встретить, я не говорю там миллионера, олигарха, нет. Ну, то есть она привыкла к определенному уровню, да, вот с ее бывшим мужчиной, она опускаться ниже этого уровня не хочет. Пусть это вас также не пугает, потому что, ну, как бы я вам скажу по секрету, я думаю, вы, в общем-то, все знаете этот секрет. Ну, всем женщинам очень немаловажно, какой статус у мужчины, какая вообще, есть ли стабильность у него, да? Я вот общаюсь со многими женщинами, слышу многие точки зрения по этому поводу. То когда женщины знакомятся, они очень сильно обращают внимание именно на достаток мужчины в плане того, что, ну, какая перспектива ждет с ним, да? То есть ли квартира, сколько он зарабатывает, да, кем он работает и так далее. С одной стороны, да, это своего рода меркантильность. С другой стороны, каждая женщина, ну, в принципе, каждый человек, да, хочет быть уверен в завтрашнем дне. То есть, если женщина познакомится, мужчина скажет, я где-то там, я не знаю, 2000 зарабатываю, да, но я тебя люблю, то я вас уверяю, что, ну, вряд ли женщина свяжется с таким мужчиной. Это горькая, но правда. Я думаю, вы все знаете об этом, да, напишите, были у вас такие случаи в жизни, когда женщины, допустим, либо же бросали вас, когда деньги заканчивались, либо когда увольняли вас. Ну, то есть в современном мире, я вам Америку не открыла, в принципе, в современном мире женщины очень сильно присматриваются к мужскому достатку. Это, знаете, это либо же еще в прошлом веке на уровне вот тех времен, когда наши бабушки-прабабушки жили, да, когда как-то было все попроще, и люди добрее были, да. Понятно, что и тогда были разные времена, но сейчас как бы, ну, настолько вот мир перевернулся, стали все меркантильны. Ну, не все, конечно, ну пусть, ну, большинство это точно. Я думаю, вы тоже это все знаете, все проходили. Поэтому смотрите, я к чему веду, что и эта женщина, вот, которая у нас в раскладе вышла, да, она не значит, что меркантильная. Она всего лишь хочет, как и любая другая, в общем-то, встретить мужчину, с которым можно строить семью, стабильные отношения и родить детей, да, либо растить детей, если у нее есть уже. Что она должна быть уверена, что она не будет, ну, грубо говоря, бомжевать где-то, да, вот она сойдется, а мужчина либо пропьет эти деньги, которые зарабатывает, либо же еще куда-то спустит, да, ну, то есть должна быть уверенность, вот для нее важна вот именно вот финансовая стабильность, она жила в такой стабильности, да, у нее был достойный мужчина, но у них начались свои проблемы, но сейчас не об этом. Поэтому смотрите, вот она, в общем-то, для семьи очень и очень подходящая. И в этом ничего абсолютно страшного нет, что она ищет мужчину со стабильной работой, хотя бы со средним достатком, да, я не говорю, что она ищет там себе олигарха, нет. Но пусть это вас абсолютно не пугает, потому что я знаю, сейчас многие так встрепенутся, скажут, вот, корыстная, да. Нет, абсолютно. Это сейчас не в ту степь, я вам говорю. Абсолютно. Она не корыстная. Она просто думает о завтрашнем дне для себя, для своих детей, которые либо же есть у нее, либо же у вас могут родиться. Смотрите, женщина, которая по своей жизни, вот в течение определенного периода, особенно, я думаю, вот, ну, последние ее отношения, которые были,
она очень травмирована, скажем, психологически травмирована. Вот она, с одной стороны, она порядочная, очень такая целеустремленная, да, она знает, чего хочет, она хотела стабильных, серьезных отношений. Но я так подозреваю, что этот мужчина, ну, как бы пошел тоже налево-направо. Это очень ее сильно ранило. Она достойно вынесла вот эти все тяготы, которые выпали на ее долю. Она сумела сама справиться. Она не пошла по наклонной, да, пьянки, гулянки, ни в коем случае. Она сумела вот именно побороть в себе вот это желание, которое очень часто возникает у женщин, когда они расходятся, да, вот все думают, все, боже, да я никогда ни с кем не свяжусь, да зачем оно мне надо? Ну, в принципе, часто и у мужчин бывает такое желание, да, как после разрыва печального. Она это переборола, вот этот тяжелый период. И сейчас она, ну, вернее, не сейчас, а как бы на будущее, да, вы понимаете, мы смотрим. То есть она все равно вот так встрепенулась, отошла от этих всех своих страданий, разочарований. И она тоже хочет семью, но хочет стабильную семью, еще раз говорю, финансово стабильную. Это дама, которая будет, знаете, она будет надежным другом. Она вот именно очень такой компанейский человек. Она вот из таких женщин, знаете, они поддерживают очень часто мужчин. Вот поддерживает им именно, как, знаете, вот кореш, как говорят, вот кореш в юбке. С такими женщинами можно поделиться, они подставят свое хрупкое плечо, они отнесутся с пониманием. Ну, то есть женщина, на которую можно всегда положиться, всегда и во всем. Поэтому отношения, давайте-ка уточним сейчас, да, как коротко, очень коротко, пусть будет небольшая интрига, как будут ваши отношения развиваться. Вот умеренно, вот будут абсолютно не спеша они развиваться, но в то же время вы будете себя чувствовать хозяином этих отношений. Если, допустим, у кого было что в прошлых отношениях, вы были как бы как мужчина растоптаны, да, когда унижали, там, может быть, оскорбляли, да, били по самолюбию, то здесь нет, здесь вы будете вот хозяином, она будет к вам прислушиваться, она будет подстраиваться, слушать ваше мнение, да, обсуждать. Это кажется довольно странно, может быть, для кого-то это сказки вы скажете, но такие женщины есть, их мало, но они есть. Поэтому, ребята, цените таких женщин, если они попадаются. Отношения будут, я еще раз говорю, очень постепенно развиваться. Потому что когда встречаются два психологически травмированных человека, то ну, не может быть стремительных отношений. Ну никак. Они постепенно, но приведут вас к любви, причем взаимной любви, да, когда вот люди идут рука об руку, когда это именно, знаете, взвешенные, обдуманные, серьезные отношения. И когда вы именно с такой женщиной сможете забыть свое прошлое, потому что она ваше будущее, она ваша опора, надежда и любовь. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!